Здравствуйте, дорогие подписчики, уважаемые гости канала. Друзья, сегодня мы опять пройдемся по мясу. Хочется приготовить что-нибудь такое вкусное, сытное. Вот прикупил я такой красивый кусочек говядинки. Ребят, некоторое время назад поймал себя на мысли, что как бы немало рецептов шашлыков у нас есть на канале, но никогда я не готовил стейк. Сегодня хочу я восполнить этот пробел. Тем более мне интересно это делать, потому что я никогда его не готовил. Как бы теория есть, немножко почитал, посмотрел, послушал. Очень хочется попробовать. И вдвойне интересный сегодняшний ролик будет тем, что если сегодня как бы первый раз я его готовлю, получится у меня, то 100% получится и у вас. Ну что, друзья, начнем потихоньку. Кусочек я взял вот такой красивый на полкилограмма, друзья. Предварительно я срезал пленочки, которые будут мешать в процессе приготовления. Перед тем, как начинать готовить стейк, друзья, рекомендую вытащить его из холодильника примерно на полчаса, чтобы он приобрел комнатную температуру. И только после этого мы уже будем с вами приступать к приготовлению. Итак, первое, что нам понадобится, это соль. Солим в начале. Солью не бойтесь переборщить. Пересолить мы не пересолим, потому что это маринад как бы быстрый, готовится здесь и сейчас. То есть мы не будем оставлять это на сутки, на двое. Хорошенько присолили, можете края тоже обмазать немножко. Далее у нас идет смесь перцев. У меня 4 перца. Как всегда, я люблю эту приправу. Вы можете взять и смешать просто черный перец с красным в равных долях и приправить ваш волшебный стейк смесью перцев. Делаем это с двух сторон. Немножко прихлопайте, чтобы соль как можно быстрее и лучше растворилась и вошла в мясо. Теперь, чтобы перцы раскрылись и мясо начало быстрее мариноваться, быстрее впитывать в себя вкус и аромат, мы смажем стейк совсем чуть-чуть оливковым маслом. Также делаем это с обоих сторон. То есть жарить мы будем на сухую, сковородку мы ничем смазывать не будем, поэтому мы смазываем сам стейк. Аромат стоит божественный, друзья. Все, теперь в таком виде оставляем прямо на столе примерно на полчаса. Даем хорошенько впитаться вкусу и ароматом в наш стейк. Стейк наш практически промариновался, друзья. Сейчас самое время, осталось 5 минут ему еще поотдыхать. Сейчас самое время разжечь газ, поставить сковородку, и нам нужно ее разогреть. Сразу на сильный огонь ставить ее не надо. То есть нам нужно так, чтобы она плавно разогрелась. То есть ставим немножко выше среднего и даем где-то минут 5 прогреться. Как раз мясо уже наше до конца долежит, доотдыхает, скажем так. И приступим. Обжаривать будем мы с каждой стороны примерно по 5 минут. Как вы уже заметили, кусок у меня не самый тонкий. Я специально взял сегодня нежирный кусок говядины. Это внутренняя часть бедра. То есть обычно стейк рибай, он выглядит несколько иначе, он более, скажем так, насыщен жировыми прослойками. Но я хотел приготовить сегодня именно вот такой, абсолютно без жира кусочек мяса, чтобы был. И специально, умышленно купил именно вот такой стейк. Значит, обжаривать мы будем с двух сторон. И края тоже я буду обжаривать. По сторонам примерно от 3 до 5 минут мы это будем делать. Ну и края обжарим до румяной корочки, чтобы было красиво. То есть в идеале должна получиться степень прожарки medium well. Ну, посмотрим, как так это будет или нет. Ну, стараться во всяком случае будем. Ну, то есть, чтобы было понятно, нам нужно добиться розового цвета мяса внутри и розового прозрачного сока. Ну, в общем, приступаем. Сковородка прогрелась, друзья. Самое время теперь наш стейк отправить на сковородочку.
Отлично, равномерно разогрелась сковородка, друзья. Сам кусок у нас смазан оливковым маслом, поэтому мы жарим на сухую, то есть сковородку мы ничем не обрабатываем. Убавляем огонь примерно чуть-чуть ниже среднего, чтобы было. И на этой интенсивности горения будем жарить наш стейк. Примерно 3 минуты мы его не трогаем вообще. Все, ребят, 3,5 минутки прошло у нас. Самое время настало перевернуть. Отлично. Просто роскошно. Смотрите, какой яркий, красивый цвет получился. Как вы заметили, друзья, я положил сначала на один край стейк, а потом перевернул его уже сюда. Ну, то есть сделал я это умышленно. Я специально не положил его посередине. То есть так мы не теряем драгоценное тепло, которое равномерно распределено было на этой стороне. Там кусочек лежал, если бы я положил на то же место, температура там, понятно, что там пара градусов всего, но и эта разница существенна. Все, теперь также выдерживаем примерно 3-3,5 минуты и начинаем обжаривать бока. Еще 3,5 минуты прошло, друзья. Теперь еще буквально по минуте обжарим боковины, то есть придадим им цвет красивый. Минутка прошла, отлично. Вот примерно вот так должно получаться. Минутка прошла, переворачиваем, друзья. Вот такая красота получается, какие ароматы, ребят, вы не представляете. Еще на минутку держим также, чтобы образовался вот такой красивый цвет. И румяная корочка, что самое главное. Так, ну, наверное, и сам будет стоять. Отлично. Еще минутка прошла, друзья. Теперь заключительная сторона. Смотрите, как красиво все у нас получается. Теперь запечатаем вверх. Еще минутка прошла, друзья. Смотрите, какой красивый он получился. Ребят, ну, в общем, прожарили по времени, мы сделали все как положено. Теперь, как вы помните, мясо у нас не самой высокой жирности. Я брал мясо без прожилок. Теперь настало время придать сочности и аромата нашему стейку. Что нам для этого понадобится? Отодвинем вот так в сторонку стейк. Берем сливочное масло, буквально там 50 грамм, я не знаю, наверное. Сюда же добавим раздавленный чеснок. И веточка тимьяна. Все, что нам нужно для аромата. Тимьян хорошо раскроется с чесноком в масле. И именно этим соусом мы польем наш стейк. Ребят, какой аромат пошел, вы даже не представляете. Все, масло растопилось. Тимьян отдал аромат. Вот этим маслом как можно лучше, как можно обильнее, друзья, надо полить наш стейк. Масла можете добавить немножко больше. Я что-то поскромничал, как вы видите. Все, ребят, стейк наш готов. Полью его сверху оставшимся ароматным соусом, совсем чуть-чуть. Отлично. Ребят, ну что я хочу сказать. Пока что мне все нравится. Теперь настал момент, наверное, разрезать наш стейк и посмотреть, удалась ли нам та степень прожарки, к которой мы стремились. Ой, какой он сочный и красивый. Вот так, наверное, мы сделаем.
Это божественно. Ну, что я хочу сказать. По-моему, то, к чему мы стремились, мы этого достигли. Нежно-розовый цвет. Очень мягкое, сочное, нежное мясо. Получилось все именно так, друзья, как и хотелось. Стейк получился сочный, прожарился именно так, как мы хотели. Божественный аромат. Сок с него, вы сами видите, капает именно прозрачный, то, что нам нужно было. Ну что, ребят, настало время, наверное, попробовать. Отрежем себе еще один кусочек, друзья. Ой, какой он приятный. Нежно, мягко, сочно, друзья. Ну не терпится. С вашего позволения. Да, не пробовал я американский шашлык, друзья, но очень вкусно. Обязательно советую к приготовлению я это блюдо. Все сочно, прожарено, все как положено, как мы хотели. Розовый нежный цвет внутри, сок выступает прозрачный, обалденный вкус, очень нежный аромат. Как кто-то где-то на одном известном канале сказал, сок так и текет, когда ты его кушаешь. В общем, друзья, рекомендую к исполнению этот рецепт. Обязательно подписывайтесь на канал, если ролик вам зашел. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные рецепты, собственно, и не потерять этот. Не забывайте делиться видео с друзьями. Ну и, друзья, а мне пора поесть. До новых встреч на канале. Всех благ. Здоровья вам и вашим близким.